Привет, это не местные. И сегодня мы вам покажем одно очень популярное в Грузии место. И не просто покажем, а расскажем вам, как же добраться из Батуми в Сванетию. Почему вообще родилась идея этого выпуска? Потому что мы с Константином искали, как же нам доехать из Батуми сюда вместе. И не могли найти вариантов, кроме как с пересадками, а нам очень хотелось сюда попасть. На самом деле вариантов несколько, и сегодня мы вам расскажем, какие они и как добирались мы. Если вы еще не знаете, Сванетия – это самый популярный курорт в Грузии. У нас, кстати, был первый выпуск, самый первый выпуск на нашем канале как раз из Сванетии. Вот здесь будет ссылочка, вот здесь. Добраться из Батуми в Сванетию можно разными способами. Самый простой – это прямая маршрутка или автобус прямо от Батуми, от старого автовокзала, и прямо до Мести, до Сванетии. Но, во-первых, он раз в день ходит, а во-вторых, мы были на автовокзале, и там сказали, что такого рейса сейчас нет. Не знаем почему, но уже будучи здесь, в Сванетии, мы узнали, что все-таки есть такой маршрут. Ходит по утрам из Сванетии, отходит в 8:00, а из Батуми в 15:00. Посмотрим, ну, если есть такой рейс, значит можно добраться. Второй способ добраться на такси. Такси, это, например, Яндекс Такси из Батуми до Сванетии. Довольно дорогой способ, стоит примерно 300 лари, то есть вдвоем платите 300 лари. Доезжайте, вызываете в любое время, которое вам нужно, доезжаете, ну, сравнительно быстро на машине, ну, и сравнительно с комфортом. Еще есть третий способ, которым мы сюда и добрались. И как раз-таки это, наверное, самый популярный способ, которым пользуется большинство путешественников, вообще местные для передвижения из Батуми в Сванетию. Это маршрутки, частные маршрутки, но с пересадкой. Первый этап был, мы доехали из Батуми в Зугдиди. Сели мы на станции старого автовокзала. Приезжаем в Зугдиди и там пересаживаемся на маршрутку до Мести. Этим маршрутом мы и воспользовались, сняли вам детально, как это происходило. Давайте посмотрим. А мы приехали. Нет места? Для вас будет, больше нет там причем. Куда идти? А? Куда идти? Куда идти? Нет, в Зугдиди. Мы приехали на старый автовокзал Батуми. Вот он так выглядит, как страшненькое здание, смотрите, да? Но зато отсюда ездят автобусы. Едем до Зугдиди, а там пересаживаемся. Поехали, будет интересно. Смотрите, сколько автобусов. Так, куда садиться? Вот такой вот сумбур. Проезд на одного человека вот в такой вот маршрутке стоит 20 лари. Мы не знаем, это адекватная ли эта цена, потому что мы вот сели первый же маршрут, который отъезжала прямо сейчас. Все нормально. Как раз постоянно нужно доехать до следующего города, чтобы пересесть на другой маршруте. Хотел бы добавить, что мы здесь одни разговариваем на русском языке, остальные все на грузинском. То есть здесь контингент такой чисто местный, ну а мы не местные. Чтобы вы понимали, как мы здесь едем, то есть очень тесно. Смотрите, мы небольшие по комплекции, но однако нам уже тесно. Прижалась к стеклу почти Адалина. Я вот сижу, вот здесь вот еще сидят люди. Передайте привет. Очень хороший, очень прекрасно. Да. Да, куда вы выезжаете? Куда вы идете? Мы с Зугдиди, потом Сванетия. Сванетия, ага. Сванетия, очень приятно. Вот. И здесь, смотрите, вот как вообще 3 места должно быть, а мы в 4 сидим. Еще вот там, как вы видите, под ногами у меня сумочка лежит. Ну, в общем, нормально. Как ты себя чувствуешь? Ну, здесь обдувает ветерок, то есть хоть и кондиционера нет, но не жарко. Пока хорошо, пока окно открыто, да. Ну что ж, вот мы и приехали. Достаем наши вещи. Мы находимся сейчас в Зугдиди.
Это наша станция пересадки. Вот она так выглядит. И едет как раз в одном месте. Да, мы едем сейчас в Местию. Точнее, смотрите как. На 13:30 есть маршрут до Местии. Сейчас 13:15. Но мы хотим перекусить, например, доехать до Мака. И вот, нам не хватает одного, нам нужен час. Вот машина приехала. Ага. Сейчас заберет и лучше, короче, по дороге покушать и уедет. Еще не подеряется, а? А 3 часа здесь и на этом месте машина? Это, ну, там туристы тоже приходят. Вот так выглядит, вот он, автобус, ну, такая маленькая маршрутка до Мести. Но мы, как уже сказали, что на 14:30 мы, точнее на 13:30 мы не успеваем, потому что хотим перекусить, пообедать. И нужен час примерно. И сказали, что следующая будет маршрутка примерно в 15:00. Они здесь отъезжают из Зугдиди в Местию по прибытии поезда. Вот здесь железнодорожная станция. Приезжает поезд, и они набирают людей. Ну, я так понимаю, что такого какого-то конкретного расписания нет. Аптек сказал, может быть, если не будет пассажиров, то никуда не поедет. Но мы не хотим торопиться, поэтому спокойно перекусим, а там посмотрим. Может, такие приключения будут. Вообще, может, никто не поедет вместе. Здесь такая ситуация. Мы доехали на такси до Макдональдса, перекусили. И остается у нас минут 20 до отправления. И тут пытаемся вызвать такси. И нет свободных машин, представляете? Как Просто такое нет можно? машин. Поэтому сейчас быстро идем пешком, здесь минут как раз 15-17, можем не успеть, пытаемся. Поэтому имейте в виду, если город маленький, вы можете столкнуться еще и с тем, что просто нет машин. Не Да, знаю, бежим пешком. быстрее. В общем, мы успели, добежали до нашего автобуса, но тут стоят целых 3. То говорили раньше, вообще ни одного не будет возможно. Тут сразу 3 автобуса, непонятно в какой садиться. Мы подбежали к одному, который с кем договаривался. Он говорит, вот этот автобус или тот, и ушел. Потом ко второму подошли. Он говорит, давайте сюда садитесь. Мы уже сели, потом смотрим, никто не заходит. И подошли к третьему. Ой, давай, говорит, сюда лучше садитесь. То есть вообще дезорганизация. Просто приходишь, никакого расписания нет. Просто приходишь и спрашиваешь у них. Что скажешь? Смотрите просто на меня. Мы в Зугдиде, где сейчас плюс 30. Более того, мы сидим в автобусе, в котором просто он нагрет так, что вот кипит все. И вот мы мокрые насквозь. Ну, это Mercedes Sprinter, хорошая машина, но пока еще не заведен. Я думаю, что кондиционер все-таки включат во время дороги. А так, ну это жарко, это Зугдиди, плюс 30 градусов здесь, что ты скажешь, лето. Чтобы я была в таком виде, хочется уже быстрее доехать. Мы показываем вам тот путь, оптимальный, наверное, по которому можно добраться до Сванети. На самом деле он гораздо легче, чем даже я предполагала. Просто мы сделали себе вот этот вот 1,5-часовой перерыв на поесть. На самом деле его могло бы и не быть, и мы могли бы сразу же, ну, грубо говоря, из нового автобуса пересесть в другой, буквально тут же там, уехать. и тут же уехать в Сванети, да, вместе. Ну, мы решили не торопиться, прогуляться до заведения, где можно поесть спокойно вообще абсолютно, ну то есть комфортно. Да, надо добавить, что стоимость проезда от Зугдиди до Мести, до Сванети стоит 35 лари на одного человека. Мы заплатили 100 лари, нам дали вот 30 лари сдачу. У нас очень веселая поездочка. Смотрите, какой стиль вождения у водителя. Вообще, как кончик. И я напоминаю, что при этом у нас всегда справа или слева обрыв. Обрыв, да. Другими словами, водитель вообще не тормозит на поворотах.
Кому нравится такой стиль езды, ставьте лайк, но это страшновато. Ну, мы понимаем, что он уверенно едет, и, скорее всего, он ездил здесь не один десяток или сотен раз. Ну вот такой стиль вождения, зато быстро. Есть такая фраза, что настолько уверен, что может проехать с закрытыми глазами. Нет, мы еще не приехали, хотя виды уже шикарные, горы красивые. Мы отдыхаем, а? Закажу куда если Нет, спасибо. Мадоба. Нас все здесь почивают, угощают губдари. Губдарь. Губдари, да, но Губдарь. Кубдари. Но мы вот приехали на такую маленькую передышку, на остановку. А мы просто вот любуемся видами, очень красивыми видами гор, водохранилища. Это Ингурское водохранилище. Погромче. По-моему, оно самое большое на Кавказе. Но точно было в СССР, второе по величине. Так, что это ты уплетаешь с таким аппетитом? Это губдари. Кубдарь. Кубдари. Очень горячие. Кубдари. Кубдари. Мадлоба. Кубдари. Они очень горячие, но очень вкусные. Это уже очень сочно, аппетитно выглядит. Приправы, мясо, чем-то, например, осетинские пироги, мясные, чем-то вот такое. В общем, чебуреки чуть-чуть. Очень вкусно, горячее, вообще самое. А с таким видом, вот как тебе есть вообще? Вот, ну что это такое? Аппетит еще лучше становится, прям разыгрывается. Хотя я не хотел есть, но еще с удовольствием съем вот всю эту вот, ну, то есть четвертинку. А остальное заберу с собой. Ну все, приятного аппетита всем. Вот так выглядит наш автобус, Мерседес, да, на котором мы едем. Ну, подвеска такая уставшая, конечно. На кочках немножко подпрыгиваем, но едет. Все хорошо. Кондиционер не включает, конечно, но обдувает ветерком, поэтому в целом комфортно. А вот мы уже и в Сванети. 10 часов в общей сложности в пути мы сегодня. Это считая все наши перерывы в ожидании второго автобуса. И перерыв во время второй поездки на обед, на ужин, не знаю, получился он очень длительный, часовой, что прибавило нам времени в пути. Да, нам вот обещали в Зугдиде, когда мы были, что поездка займет 3 часа от Зугдиди до Мести. Но 3 часа не получилось, получилось чуть больше. И вот скажу так, что если бы мы из Батуми приехали в Зугдиди и сразу же поехали в Местию, то, наверное, часов 6,5 общая дорога это заняла. Ну, а в целом ориентируйтесь от 6,5 до 8 часов дорога будет. По пути, по поводу дороги, когда мы ехали по горам здесь, очень уставшая машина оказалась. Не работали передачи, например, не включались. Мучился водитель, поэтому чуть-чуть, мне кажется, подольше ехали. Вот, ну а в целом усталость какая-то есть, да, усталость есть, хотя мы любовались горами, но после 2 часов любования уже усталость такая накатилась, что хотелось побыстрее доехать. Ну вот, наконец, мы и доехали, мы сейчас в горах, здесь очень так прохладно, 19 градусов, ну, свежо, чувствуется, что нет влажности и очень приятно из-за этого. Ставьте лайк и подписывайтесь обязательно на канал, следующий выпуск будет из Сванети, очень крутой, поэтому давайте, я в вас верю.